Привет, дорогие друзья, меня зовут Александр Епифанцев, и вы на канале Яхта на колесах. Наступает весна, а это значит, что у нас новинка в прокатном парке. Автодом от компании Adria-Mobil Sunliving A70DK. 7 спальных мест и, самое главное, автоматическая коробка передач. Ну, Fiat в этом году не изменился, все те же самые характеристики, но мы единственное, что заказали 160 сил, чтобы машина все-таки ехала и везла 7 человек, повторюсь, с багажом, с запасом еды, с водой и с газом, например. Что касается основного, так скажем, фургона, то он не поменялся внутри, за исключением некоторых очень важных моментов, которые мы крайне просили производителя, чтобы он кое-что поменял. И это случилось. Все это вас ждет внутри. Но давайте посмотрим снаружи. Здесь тоже есть очень интересный момент. Бак заказали 90 литров, потому что в базе обычно идет только 70. Соответственно, еще 20 литров бачок от Blue подливать придется где-нибудь один раз в 2000 километров пробега. Лючок для заправки воды находится ближе теперь к передней части, ну и, соответственно, сам бак. Объем его 90 литров, в принципе, не поменялся. Туалетная кассета такая же, как и в прошлый раз. Все без изменений. Единственное, что, по-моему, лучше изолировали туалетный отсек, но все равно нужно аккуратно пользоваться. Это вам будут рассказывать уже на инструктаже наши специалисты. Очень важный момент, который мне нравится, то, что наконец-то сделали газовый отсек внутри автодома. Раньше он располагался там, где сейчас у нас бак с водой. И там было холодно. Газовые баллоны от окружающего воздуха отделял такой тоненький пластиковый кожух, и зимой они замерзали. Теперь баллоны находятся внутри, как бы в помещении автодома. Здесь относительно недалеко находится отопитель, поэтому баллоны здесь замерзать не будут. Конечно же, там есть отверстие для проветривания, есть редуктор с краш-сенсором, то есть газовое оборудование можно использовать в движении. Ну, то есть, опять же, зимой ехать с включенным отопителем. Задний багажный отсек не поменялся. Здесь по-прежнему будет доступна кровать прямо вот отсюда. Но если нам нужно багажное отделение увеличить, то кровать поднимается вверх, и мы получаем с вами практически в 2 раза большую площадь, вернее объем, наверное, который можно будет загрузить. Но, опять же, помним, что максимальный вес, который разрешается сюда грузить, это 150 килограмм. Ну, подразумевается, что какие-то большие вещи, типа, может быть, велосипеды погрузить, потому что на прокатные автодома мы пока что, я не знаю почему, не вешаем велобагажники, хотя я вот заядлый любитель покрутить педали. Значит, багажник трансформируется, увеличивается. Сзади у нас по-прежнему будет 2 кровати, 2 яруса, но удобнее все это будет посмотреть изнутри. Добро пожаловать в салон. Наверху, над кабиной водителя, вас ждет двухспальная кровать. Там все очень круто сделано. Есть окна с 2 сторон, есть светильники, есть даже USB-розетка. В принципе, матрас я попробовал, вполне себе удобный. Есть лесенка для того, чтобы сюда забираться. Есть сетка, чтобы дети отсюда не падали. А может быть, даже взрослые бывают тоже, знаете, не очень аккуратно спят. С 2 сторон поверх у нас идут ящики для хранения личных вещей и 2 столовые группы. Все как мы любим. Здесь могут сидеть 2 человек, но в движении только 1, потому что ремень вот у человека, который едет спиной вперед. Здесь у него подголовник, это как бы элемент пассивной безопасности. Все как бы сделано по правилам. Обе столовые группы разбираются в спальные места. Здесь делается большое спальное место, на котором поместится даже взрослый человек. Вот таким образом все это разбирается, стол тоже складывается. Вот, все это делается легко и просто. Один раз попробуйте, на инструктаже вам покажут, и дальше проблем уже с этим у вас никаких не будет. Видите, у меня это все заняло буквально там какие-то 30 секунд. Единственное, что здесь, наверное,
мы будем сразу открывать чехол, потому что машина это пойдет в прокат. Это уже точно решено. И интересная спинка в этом году. Здесь она имеет вот такую форму. Когда вы едете, у вас удобная поддержка для поясницы, а когда нужно ложиться спать, вы ее переворачиваете и получаете плоскую поверхность для сна. Вот, в принципе, человек ростом где-то 180 сантиметров спокойно здесь помещается. Вот у меня 174, например. Я здесь буду чувствовать себя прекрасно. Ставим обратно. Значит, вторая гостиная, ну, вернее, основная, наверное, тоже будет где-то длиной 1,90 м, если мне не изменяет память, но вы перейдите по ссылке в описании, там будут точные характеристики, правила аренды, ну и, собственно, суточная стоимость. Тоже здесь раскладывается кровать, но она не полноценная, двушка, наверное, а так полуторка. Укладываем сюда кого-нибудь поменьше. Очень интересно, что здесь, в отличие от многих элитных моделей, есть USB-розетки для путешественников, которые вот располагаются на втором и третьем ряду. Сели, едем в движение, заряжаем свои аккумуляторы, телефоны, фотоаппараты и прочую технику. Значит, здесь под этим сиденьем находится бак с водой, здесь отопление и небольшой лючок для вещей. На входе тоже интересный ящичек для обуви. Я бы сюда ставил тапочки, именно комнатные, которые вот мы здесь одеваем и ходим. Я вот категорически настаиваю на том, чтобы люди ходили в арендованных автодомах именно в тапочках. Ну, конечно, коврики в последнее время я не помню, чтобы мы стелили, но лучше постелить коврики, тогда обстановка в автодоме будет вот настоящей домашней и уютной. Давайте изучим пульт управления автодомом. Над входной дверью располагаются элементы управления. Слева пульт отопителя Truma Combi. Здесь простая газовая печка со встроенным бойлером, греет салон и воду. И квадратный сенсорный пульт. Здесь мы включаем-выключаем общую, скажем, подачу электричества, водяной кран и проверяем остаток воды и зарядку аккумуляторов. Есть розетка для прикуривателя, как мы уже называем, и 220. Ну, 220 будет работать, когда вы подключитесь к внешнему источнику питания. А здесь мы можем использовать автомобильную зарядку и заряжать здесь телефоны. Входная дверь, как мы видим, очень простая. Здесь два крючка для верхней одежды, ну и, собственно, запорное устройство. Кухонный блок у нас теперь оснащен вот такой дополнительной секцией для готовки. Ну, то есть он, в принципе, сам довольно-таки приличного размера, но эта дополнительная подставка позволяет вам, не знаю, как-то расширить свои возможности, когда вы готовите. Под стеклянной крышкой 3 горелочки разного диаметра, все как я люблю, и пьезоподжиг. Все стандартно, друзья. 4 ящика для посуды и столовых приборов, принадлежностей, кастрюль, все то, что вам пригодится в дороге для приготовления пищи. Ну и в 2 ящиках мы складываем тоже всякие крупы, ну что-нибудь полегче, чтобы оно не давило сильно сюда. Вытяжки нету, автомобиль у нас такой, знаете, не superior класса, поэтому, когда готовим, открываем окна. Вот. Дальше, холодильник 152 литра с отдельной морозильной камерой, полки, большой ящик внизу для всяких овощей и прочее. Работает от 220, от 12 вольт и от газа. Ну, в движении от 12 лучше включать, на стоянке хорошо будет работать от газа. Полки, все для того, чтобы разложить личные вещи. И мы с вами, наверное, пойдем по порядку и заглянем в туалетную комнату. Душевую, нормальную, человеческую, туда можно заходить. Откидной умывальник. В общем, все это раньше было в автодоме Adria Coral XS. Теперь просто взяли этот модуль и поставили в Sunliving. Ничего хитрого здесь выдумывать не стали. Все сделали просто по канонам, как было раньше. Над умывальником есть небольшой шкафчик для умывальных принадлежностей. В принципе, очень крутой. Как-то я понял, что стоит такой дорогой кран, смеситель для умывания. Ну и, соответственно, стандартный поворотный туалет Тедфорд. Все, друзья. Если
говорить про освещение, то здесь работают две лампочки, есть люк и есть еще полотенцесушитель. То есть помылись в душе, повесили полотенце, открыли форточку и пошли отдыхать дальше. В задней части автодома рядом с двухъярусными кроватями располагается гардероб. Можно повесить куртки, какую-то верхнюю одежду. Ну, в принципе, летом ее не так много, но все-таки бывает. В задней части две кровати, друзья. Верхняя имеет ограничение 70 килограмм. Внизу могут ложиться любые люди, совершенно неограниченные по размеру. И, кстати, интересно, вот под кроватью, ну, так же, как в прошлом году, есть лючок. То есть можно поставить сюда какие-то вещи и извлекать их либо из улицы, либо вот отсюда, вот через эти двери. Не знаю, может быть, кто-то собачку возьмет с собой. Хотя у нас вроде бы запрещено, но есть модели автодомов, на которых мы разрешаем кататься с домашними животными. Здесь у каждого отдыхающего есть свой ночничок, обязательно светит. У верхнего пассажира, так назовем его, люк с антимоскитной сеткой. А тот, кто спит внизу, у него есть целое окошко. Тоже закрывается на шторку, на антимоскитную сетку. В принципе, довольно-таки уютно. Ну и, конечно, кондиционер в крыше, который мы поставили уже с завода. Truma Aventa, будет управляться с пульта. Но в той комплектации, которую мы заказали с завода, этот автодом, он не подразумевает своего автономного питания 220 вольт, поэтому работать кондей будет при подключении к внешнему питанию, будь то генератор, либо розетка в кемпинге. Мы поставим сюда еще телевизор, инвертор, укомплектуем автодом там огнетушителем, вот всем необходимым, там, я имею в виду аптечка, набор инструментов, чтобы можно было уже отправляться в путешествие. В принципе, друзья, все. Если модель вам показалась интересной, или, в принципе, вы хотите взять на прокат что-нибудь такое новое, свежее, комфортное, то, наверное, это прекрасный вариант. Тем более, если вас много, там, 6 плюс человек, этот вариант, мне кажется, вам подойдет. Ну что, друзья, мы сегодня с вами коротко познакомились с новинкой в нашем прокатном парке. Интересный автомобиль. Главное, что теперь это автомат, 9 ступеней. Эта вариативность позволяет вам получать удовольствие от езды, а плюс ко всему еще и круиз-контроль, то просто одно сплошное наслаждение. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, у нас всегда интересные обзоры. До новых встреч, пока!